Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. В прошлом видео мы с вами готовили легендарное хрущевское тесто. Его еще называют ночным, универсальным, французским, кулебячным, холодным. Это все о нем. А сегодня будем из этого теста печь рогалики с ореховой начинкой. Я заранее достала чашу с тестом из холодильника и дала ему согреться до комнатной температуры. Стол слегка смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Разрезаем его на две половины. Подкатываем в жгут. И каждую часть делим на 8 равных кусочков весом по 80 граммов. Кусочки теста скатываем в шарики и выкладываем на смазанную маслом поверхность. В общей сложности я разделила тесто на 16 кусочков. Сверху слегка смазываем их маслом, накрываем пленкой, чтобы оно не подсохло, и даем ему полежать 10-15 минут, пока клейковина муки расслабится. Так их будет легче раскатывать. Этим временем займемся подготовкой начинки. Сегодня будет ореховая начинка с джемом. Предварительно обжаренные на сухой сковороде орехи измельчаем в блендере или на мясорубке до однородной мелкой крошки. Перекладываем их в миску. И по желанию добавляем сахар, мед, варенье или джем. У меня апельсиновый. А как я его готовлю, ссылочку оставлю в описании. Для приготовления рогаликов можно брать любую начинку. Творожную с изюмом, маковую, густое варенье или джем, измельченную курагу, вареную сгущенку, шоколадную пасту, заварной крем, яблоки с корицей, вишню с орехами, дольки мармелада и так далее. Тем временем тесто отдохнуло, и его можно раскатывать. У меня духовка позволяет выпекать изделия сразу на 2 противнях и больше. Но для тех, у кого нет такой возможности, сейчас покажу, как работать с тестом, чтобы оно не перекисло. Каждый кусочек теста катаем в овальную лепешку и переворачиваем. Раскатываем только половину подготовленных шариков, как раз на 1 противень. Края каждой лепешки слегка растягиваем. С одной стороны накладываем полную чайную ложку начинки. Накрываем тестом, хорошо его прижимаем, чтобы начинка при выпекании нигде не вытекла. А свободный край теста разрезаем ножом или резаком на полоски любой ширины. У меня примерно по 1,5 сантиметра. Краешки рогалика слегка подкатываем и скручиваем в трубочку. В результате получается вот такой симпатичный рогалик. Еще раз, края теста подтягиваем. Накладываем начинку, защипываем тесто, делаем надрезы и сворачиваем рогалик. Таким образом подготавливаем половину рогаликов, то есть 8 штук. Выкладываем их на противень на расстоянии друг от друга и отправляем в теплое место для подъема. Вы уже знаете, что я использую для этого духовку с включенной лампочкой или минимальный нагрев с температурой не выше 35-38 градусов. Пока первый противень на расстойке, займемся второй половиной теста. Повторяем все то же самое. Оставшиеся 8 рогаликов перекладываем на второй противень. Накрываем пленкой и оставляем на расстойку прямо на кухонном столе. А пока одни рогалики подходят в теплой духовке, а другие при комнатной температуре, займемся подготовкой яичной смазки. 1 сырой желток смешиваем с 1 столовой ложкой молока до однородной смеси. Достаем первый противень из духовки и сразу же переключаем ее на 180 градусов, пусть хорошо нагревается. Смазываем первый противень с рогаликами яичной смазкой и оставляем их на столе еще на 5-10 минут, чтобы яичная смазка слегка подсохла. Тогда после выпечки у изделий будет равномерно золотистый, красивый, блестящий колер. Итак, яичная смазка подсохла. Отправляем первый противень в духовку. Я пеку, как правило, на 2 или 3 снизу уровне на режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией. У меня рогалики выпекались 13 минут, но в зависимости от величины изделий и возможностей вашей духовки вам может понадобиться времени чуть больше или меньше. Достаем их из духовки и следом смазываем яичной смазкой вторую партию рогаликов. Они как раз к этому времени хорошо подошли.
Точно так же даем смазке подсохнуть и отправляем в духовку на выпечку. Через 13 минут и эти рогалики готовы. Вот так, друзья, не имея возможности одновременно выпекать большое количество изделий, можно таким способом разделить процесс и поочередно приготовить всю выпечку, не позволяя тесту перестояться. В результате у нас получились абсолютно одинаковые рогалики. Они красивые, блестящие, равномерно пропеченные и с большим количеством начинки. Тесто у этих рогаликов очень вкусное, ароматное и маслянистое. Готовьте с удовольствием. Я заварила свежий чай и сейчас приглашаю всех к столу. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравились эти рогалики, ставьте лайк. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и не забывайте писать комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что у меня на канале есть рецепт приготовления хрущевского теста, а также отдельный плейлист теста, в котором вы найдете и другие замечательные рецепты различных видов теста. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!